Ольга Николаевна жила на втором этаже многоквартирного дома. Она часто сидела у окна и смотрела во двор. По часам она знала, кто во сколько на обед приходит, кто с работы идет, а кто на машине подъезжает. Ольга Николаевна давно была на пенсии, жила одиноко долгие годы. Семьи у нее не сложилось. Были по молодости ухажеры, но дело до свадьбы почему-то так и не доходило. Не повезло в личной жизни, так говорят. А может, все потому, что ей всегда было некогда строить свою жизнь. Сначала все мысли были о том, чтобы помочь встать на ноги младшей сестренке. Очень Ольга хотела, чтобы та смогла тоже выбраться в город. Только если Ольга хорошо училась в школе и смогла поступить в институт в городе без проблем, то у Насти с учебой было не очень. К тому моменту, когда Настя с горем пополам получила аттестат, Ольга уже работала. Поэтому было решено, что она поможет родителям в оплате обучения Насти. Какие там могли быть мысли о личной жизни? Ольга брала дополнительную работу. Настю выучили. Она познакомилась с парнем и вышла за него замуж, а потом они вместе уехали за границу. Сейчас Ольга получает редкие поздравления на праздники от сестры, и все. Но она не жалеет, что помогла ей. Когда Настя уехала, то за Ольгой стал ухаживать ее коллега. Но тут заболел отец, и Оле опять было не до личной жизни, а потом похороны. Мама переехала жить к ней, продав свой дом в деревне. Да, благодаря этому Ольга смогла купить квартиру, хоть и небольшую. Мамы не стало, когда Оле было всего лишь 38 лет. Она осталась одна, оглядывалась на свою жизнь. Родителей нет, сестре не нужна, а свою семью так и не создала. Спустя полгода встретился ей Федор, разведенный мужчина с дочкой 10 лет. Жена его якобы уехала с новым избранником, оставив дочь на попечении бывшего мужа и свекрови. Ольга Николаевна пыталась стать матерью сама, но так и не забеременела, а Федор оказался гулящим. Несколько измен она ему простила, но в конце концов он ушел к другой. Ольга даже не успела привыкнуть к его дочери, стать ей близкой, так как воспитанием внучки занималась мать Федора. Больше она ни с кем не знакомилась, решив, что с нее хватит. И как-то незаметно пролетели года. И вот она на пенсии занимается тем, что смотрит в окно и наблюдает за соседями. Нет, она не обсуждает их, но просто смотрит на чужую жизнь. Когда в квартиру напротив въехала молодая женщина с девочкой, Ольга Николаевна обрадовалась. Она познакомилась с Верой и ее дочерью Светой, которой было только 5 лет. Вера была матерью-одиночкой. Обидное и горькое звание женщина не скрывала, но и не знакомилась почти ни с кем из жильцов, не навязывала свое общение. Однако с Ольгой Николаевной хорошие отношения сложились сразу. Ольга Николаевна в тот день испекла свой любимый пирог с яблоками. Он у нее всегда получался восхитительным. И постучала вечером к новой соседке. Вера была вымотана переездом и искала в коробках, чтобы дать дочке перекусить. Поэтому очень обрадовалась соседке и пригласила на чай. «Я ведь тоже по жизни одиночка», — с грустью говорила Ольга Николаевна. «Не дал Господь мне ни детей, ни нормального мужа, а родня, которая и есть, те далеко, почти не знаемся. Даже родители мои ушли рано». Вера кивала. Ольга Николаевна не расспрашивала ее, где отец девочки. Захочет, сама расскажет. После этого чаепития она часто приходила к соседке и сама приглашала ее к себе на блины или пироги. Для Ольги Николаевны новые соседи стали как глоток свежего воздуха. Она планировала, чему научит Светочку, а для Веры станет поддержкой. Она и так много пережила. Отец Светочки только сначала был хорошим и любящим, а после появления на свет дочки стал агрессивным. Его раздражал плач ребенка и еще много что. Но Вера терпела,
думала, пройдет. Но потом крик перешел в рукоприкладство. Сначала это были оплеухи, а полгода назад он сильно напился и избил Веру. Тогда она решила, что точно уйдет от него. Но судьба распорядилась по-другому. Виктор после того, как поколотил жену, пошел в магазин за спиртным и там ввязался в драку. На похоронах мужа Вера не была. Она оплатила все, но пойти просто не могла. А потом продала квартиру и переехала в другой город. Вера была очень занята. Она много работала, чтобы обеспечить себя и дочку. С родителей денег из принципа не брала. Те жили в деревне, были уже в возрасте. «Ничего, прорвемся, Ольга Николаевна», — говорила Вера. «Мои родители хоть и помогают как могут, но им и самим пенсия нужна. И на дрова, и на коммуналку, и на питание. Не молодые. В огороде теперь все меньше сажают». Родители приезжали навещать внучку, но надолго дом не оставишь. Там и куры, и собаки, и кошки. Поэтому приезжали порой по отдельности. Или дед, или бабушка. Светочка радовалась им, гостинцам и прогулкам. Маме не всегда удавалось так долго гулять с дочкой. Когда родителей Веры не было, с девочкой гуляла Ольга Николаевна. Она и сегодня ждала у окна, когда Свету приведет с детсада Вера. У Ольги Николаевны и блины уже напечены, и носки связаны для Светочки. На носу зима. «Как же мне с вами повезло, Ольга Николаевна! Спасибо вам! Пишите список, что купить вам в магазине. Тяжелое, чтобы не носить, я вам доставлю на дом. Все равно сама иду. И вам куплю, пока вы со Светой гуляете у подъезда». Так Ольга Николаевна обрела в лице соседей родные души. И помощь, и поддержку. Когда Света болела, Ольга Николаевна сидела с ней, чтобы Вере можно было не брать больничный. Если болела Ольга Николаевна, Вера всегда приносила ей продукты, лекарства и даже готовую еду. «Ну-ка, баба Оля, давайте обедать», — командовала Света. «Мама вам горячего супчика сейчас принесет. Мойте руки». «Ой, спасибо, мои родные», — говорила Ольга Николаевна. «Да я и есть не хочу. Аппетита нет. А вот есть надо всегда, особенно когда болеешь, иначе ослабнете хуже прежнего, и лекарства принимать натощак нельзя», — говорила ей Вера. Света пошла в школу. Ольга Николаевна теперь любила слушать, как Света вслух читает рассказы. «Как же хорошо, Светочка!» — умилялась женщина. «Вера, послушай, с каким выражением она читает стихи!» «Как хорошо, что есть такие благодарные слушатели, как вы!» — отвечала Вера. «Вот Света и старается. Она уже в конкурсе чтецов среди первоклашек первое место заняла. И это благодаря и вам тоже. Сколько вы вместе стихов наизусть с ней выучили?» «Нет-нет, это она талантливая, я тут ни при чем. Света у нас молодчина, и само старание», — отвечала Ольга Николаевна. Шло время. Часто вечерами вся троица собиралась то в одной, то в другой квартире, по настроению. Света считала бабу Олю родной бабушкой. Она научилась и кашу варить, и печь блины, а еще чисто убираться и делать покупки в магазине. На балконе у бабы Оли в летнее время был маленький цветник. Множество горшочечных цветов переезжали на лето из комнаты на балкон, и Света обожала поливать цветы из маленькой старой детской лейки. Однажды Ольга Николаевна сказала Вере: «Верочка, вы мне за эти годы стали родными. Столько внимания и добра от вас. Спасибо вам со Светой». «Взаимно, Ольга Николаевна, взаимно», — ответила Вера. «Я вот что хочу, Вера. Подпишу свою квартиру вам в завещании. Годы мои такие, что, возможно, уход за мной будет нужен. И, если ты не против». «Не рано вы беспокоились-то, Ольга Николаевна? Живите, дай Бог». «Нет-нет, я так решила. Завещаю квартиру тебе, а ты меня, надеюсь, не бросишь». Ольга Николаевна составила завещание. Ничего в их отношениях с Верой не изменилось. Они также дружили, помогали друг другу по необходимости.
Только теперь, уже с годами, больше внимания требовалось не Свете, а бабе Оле. Но прожила Ольга Николаевна долгую жизнь, еще и на свадьбе Светы побывала. Вот так соседи стали близкими людьми, и баба Оля обрела на старости лет семью, и Светочке впоследствии квартира рядом с матерью досталась. Добром за добро. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.